Ну что, наше мини-путешествие начинается. На часах 4:22, и мы выдвинулись в аэропорт. Все, мы в аэропорту. Влад, куда наша первая пересадка? Сейчас летим в Францию. Там такой городишко рядышком: Франция, Швейцария и Германия. Их 3 страны обслуживает город Базель. Как называется? Базель. Базель. No, едем. Едем, говорю, летим. Ну что, у нас до открытия регистрации полчаса. В Базель мы прилетаем в 8, и дальше летим в Стамбул в 11. То есть мы 3 часа будем там тусоваться. Это на все про все 3 часа. Еще зарегистрироваться нужно. Это уже от прилета до отлета. Поэтому... Но в Базеле я ни разу не была, поэтому... И Влад тоже, поэтому посмотрим, что там за аэропорт. Вот, очень интересно. Que quiero es amor, nada de compasión, no, no, no lo sé si tú sabes que te quiero pero no lo es, yeah. Hola, quiero que tú sepas que te quise amar, pero la inmadurez me la jugó, baby eso no lo quería, no, 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 yeah, yeah. Hola, quiero que tú sepas que te quise amar. Уже и спать не хочется, правда? Вообще не хочется. Учитывая, что мы вчера поспали часов 5, сегодня 4, наверное, 4,5. Да, вообще не хочется. Красиво здесь так. Давно не летали. Самолет 1, самолет 2. Классно. Quiero que tú sepas que te quise amar, pero la inmadurez me la jugó. Baby, eso no lo quería, no, no, no. Yeah, yeah. Hola, quiero que tú sepas que te quise amar. Solo una oportunidad, luego me voy. Sería chimba demostrarte quién yo soy. Najpiękniejsze wyjście może znajdować się ono za Państwem. Na końcu show you how to use the seatbelt, to pokażę Państwu, jak używać pasu bezpieczeństwa. To fasten your seatbelt, push the end. Все, мы на месте. На улице здесь во Франции дождь. Аэропорт пустой. Мы идем, куда идут все люди, а куда непонятно. Вот, это знаешь, это когда не знаешь, куда идти, иди просто куда идут все, да, Сань? Сейчас выйдем на улицу просто. Вот все сюда, и мы сюда. Exit написано. Ага. Ну, как бы, что и требовалось доказать, мы уже подошли, просто здесь уже выход на улицу, но нам сюда нельзя, видите, на улице дождь, а нам сюда нельзя. И мы вышли, так как мы находимся в какой зоне? Транзитной, да? Сейчас будем искать, как нам вернуться назад, где гейты. Эй, привет, братан. Привет, дружище, привет. Я твоего друга видел в Германии. Привет, привет, мусор собирает. Класс. Вот, бот, так бот, видишь, обижает. Прикольный. Мы не даем пройти, ладно. Да. Давай, дружище. Про границу. Какая деловая девушка идет. Все, сфотографировали превышение, видишь? Слишком быстро идешь. Сказали, что слишком красивая. Нельзя таким красивым ходить. А ну посмотрим, что у нас тут. В 11 часов у нас наш Истанбул. САФ 13 градусов где мы? В Стамбуле. И 29-й гейт. Я когда хочу кушать, я злой. А Женя, когда хочет пить, злая. Мне уже во рту все пересохло. Ну пойдем искать воду. Даже говорить на камеру не могу. Пока все, что мы нашли, это виски. Воды нету.
Вода очень дорогая. Пойдем. Ella baila pero no dice nada, su booty lo expresaba con perreíto y con dembow. Sabe bien que ha sido la estrella dándole al reggaetón, ton, ton, ya. Y empieza el flow, esta es la nueva era pero baila todo. Baila una de Maluma y Tego Calderón. La nena está bien puesta pa' cualquier canción, no tabaco y ron. Y empieza el flow, esta es la nueva era pero baila todo. Baila una de Maluma y Tego Calderón. La nena está bien puesta pa' cualquier canción, no tabaco y ron, ron, ron. Quiere más de lo que vamos a hacer en París, la Red Julia. Baila un poquito más, acércate a mí, mamá. Que vamos a hacerlo una vez más. Yeah. El que más ladra come hueso, el que a ti te baila sabe eso. Y nos ponemos bien traviesos, esos son efectos del proceso. Solo con esa mirada sé lo que quieres. Мы сидим возле окошек. Первый самолет был. Мы сидели вообще даже не рядышком с Владом. Влад сумки там прибирает. Я ищу носки. Носки. Самое важное. Он сейчас будет переобуваться. Ven en callecita, esa carita se le nota que quiere mí. La más chimba de este mundo es hacerte venir. Tu mojadita y entera, pensando en la vida. Ven en callecita, esa carita se le nota que quiere mí. Мы летим турецкими авиалиниями. Покажу вам немножко цены, которые здесь в самолете предлагаются по обеду. 11 евро такой вот бургер. Сет такой 18 евро. 15 евро чай с бургером. Кока-кола и небольшой такой перекус 22-28 евро. Просто чай. Нет, чай к чаечку. Чай к чаечку 12 евро. Сам чай 6. Напитки по 3, 6 и 8 евро. Все это. Ну, сладости по 7 евро. Сникерс, например, 7 евро. Чай Липтон 6 евро. Ну да, цены, конечно, дороговато. Смотрите, там вот эти мелкие 2 точки, это корабли. Класс. Lo que sea contigo, aunque tú me veas solo como amigo. Yeah, no solo quiero pa' eso. Yeah, no solamente pa' el sexo. Yeah, lo que sea contigo, aunque tú me veas solo como amigo. Yeah, estoy loco de tus besos. Yeah, baby, por ti es que rezo. Yeah, no sé si soy invisible, pero bebé, si quiero decirte que nadie te tratará. Ну что, мы приехали. Мы на месте. Мы приехали в старый аэропорт и сейчас пройдем паспортный контроль и своим ходом, благодаря метро, будем двигаться в отель. Я уже пробила путь изначально еще дома, так что погнали. Мы вышли из аэропорта Стамбула, вот он, красивый, и сейчас напротив, перейти, если дорогу, здесь стоят автобусы, и где-то тут должен быть автомат, где можно купить Стамбул-карту для общественного транспорта. Мы нашли автоматы, они находятся прямо на каждой остановке. Вот здесь остановки идут в ряд, и на каждой остановке вот так вот внутри вот такие с желтой рамкой. А вот language можно. Здесь можно выбрать язык на русский. Вот. Нажимать «Купить Стамбул карт». Пополнение карты, купить карту. Нам нужно Да. купить. Одной картой можно пользоваться 2 людям. Можно, да? Кредитная карточка. Пожалуйста, выберите сумму, которую вы хотите внести. Внести на карту. Давай на 100-150 лир, где-то так. Это совсем мало, это 2 евро. 3 Ну, евро. здесь проезд, потому что по 15-20 как бы нам хватит. Ну, давай 150. Давай 200. 50, да? Карту можно пополнять, есть эти терминалы в городе, мы пополним на 150 лир. Ну, общая сумма 326 лир. Да, сама Сумма, карта которая стоит будет внесена на вашу 150. карту, да, согласие. Мой телефончик теперь. Я понимаю, что я прикладываю. Ну, вот, Оплатить да, можно наличными и картой. наверное, за это должна быть карточка. А вот.
Так, мы оплатили. Сейчас должна карта нам выдастся. Или не выдастся. А вот, выдается одна штука. Карта. Выдается одна штука карт. Не забудьте взять из отверстия. Вот здесь. Наверное. Оп, вот. Тут. Снизу. Мы счастливые обладатели карты. Этой карточкой можно рассчитываться и в метро, и автобусы, в общем, весь общественный транспорт, даже некоторые пароходы, чтобы, например, переплыть на другую часть Стамбула. В общем, самый простой способ и самый дешевый – это добраться до отеля с помощью метро, но до метро мы добираемся отсюда автобусом. ChatGPT помог мне проложить маршрут. Значит, автобус Е11 или МР-60 до станции метро Айрилик. Ехать нам примерно 45-60 минут, и потом мы пересаживаемся в метро, в котором едем минут 20. Дальше трамвай минут 3-5. На санях, на собаках, и вечером мы приезжаем. И потом пешком минут 7. В общем, есть такой путь. Но интересно же, интересно. Есть более типа быстрый путь. Автобус прямо до площади Султан Ахмед, без пересадок. Стоит он дороже. Стоимость будет 270 лир на человека. Это примерно 6 евро. 1,5-2 часа в пути. Поэтому я думаю, мы выберем самый интересный вариант, да? У нас же в жизни всегда самое интересное. Мы просто так не идем обычными путями. Поэтому мы же приехали побыть, посмотреть. Да, первая задача – ищем, значит, автобус. К слову, автобусы ходят часто, каждые 15-20 минут, поэтому долго ждать, надеюсь, не придется. Сейчас главная задача – найти нужный автобус. В общем, метро здесь прямо есть в аэропорту. И мы идем сейчас, нам нужна линия М4 до Кадыкёй. Мы нашли направление, где находится метро, идем в эту сторону. Вот. Это вообще другое здание. Получается, аэропорт здесь. Здесь есть аэропорт, при аэропорте отель. И вот там метро, то есть нужно как бы немножечко пройтись. Ну, минут 6-7. Но как здесь жарко вообще просто. А Влад еще с собой 2 свитера взял. Я сказала, я буду прикалываться над тобой. У нас было -1 или что-то около того, потому что заморожены были окна. Поэтому я решил, что ничего страшного. Только 2 свитера, это так. Главное, звучит, что не свитера, холодно. Ну совсем нет. Один свитер, Окей, тоненький, один свитер. и кофта. Женя называет свитерами просто все, что одевается на майку. Все, мы уже подходим. Сейчас будем искать нашу линию. Нам ехать минут 40-50, потом пересаживаться на другое метро, как бы на другую станцию, еще 2 остановочки проехать и дальше трамвай. И все. Вот ветка М4 наша. Здесь автомат с водой. Кстати, 10 лир стоит бутылка 0,5 воды. Цена вообще хорошая. Это именно когда уже мы зашли в метро. Потому что в аэропорту такая бутылка стоит 2,5 евро минимум, а то и 5 евро. Прикольное метро. Получилось? Да. Наш отель находится прямо на площади Султан Ахмед, в старой части, да, где все достопримечательности. Специально выбрали это место, чтобы максимально близко, не тратить время на дорогу, посмотреть сразу все основные достопримечательности. И получается, чтобы нам добраться до нашего отеля, нам надо одна пересадка на метро и потом еще трамвай. Вот станция Сабиха, не знаю, как правильно читается. Едем почти до конечной. Айрилик Цесмеси. Это наша остановка, где мы выходим. И дальше пересаживаемся на другую ветку. Сели мы в метро. Пустое метро вообще.
никого практически нет. Но здесь быстро реально ходят, каждые минут 10-15. Все, вышли мы, переходим в метро на другую станцию Мармарей. И нам ехать чуть-чуть осталось. Смотрите, сколько людей здесь в метро. Так, пойдем Мармарей. Вот Мармарей. Сейчас будем заходить. Мармарей — это метро подороже. И оно прямо под Босфором проходит. То есть это метро под водой, так сказать. Поэтому дороже выходит. 44 лира одна поездка на одного человека. Вот, мы сейчас ждем здесь, уже стоим на остановке. Нам проехать надо 2 остановки, 2 станции. И дальше мы одну остановку на трамвае. Ну, я не знаю, либо мы пешком, может, пройдемся, посмотрим. Там уже, в принципе, мы близко. Так, трамвай. Боже мой, посмотрите на это количество людей просто. Заходим. Ну что, мы приехали. Шли сюда пешком, так нормально прогулялись, увидели, какая здесь вообще обстановка, как здесь шумно, сколько здесь людей, какой здесь трафик. Но это я уже вам покажу в другом видео, в другой день. А сейчас хотела показать нашу комнату. Обзор самого отеля тоже будет в другой день. У нас вот завтра будет завтрак. Мы брали отель с включенным завтраком по утрам, с 8 до 10 завтрак. Завтра как раз посмотрим, что за завтрак, а сейчас покажу саму комнату. Наш отель называется Artifes Hotel Old City. Находится он буквально, я не знаю, в 2-3 минутах от площади Султан Ахмед. И давайте посмотрим обзор. Вот наша входная дверь. Здесь идет сразу, как заходим с правой стороны, душевая. Раковина, есть фен, средства, вот шампуни, гели для душа, мыло, туалетная бумага, все чисто, что хочу заметить, потому что когда я выбирала этот отель, я смотрела, чтобы было именно чисто, так как наслышано, что отели в Стамбуле, ну, двоякое мнение у многих. Полотенца дали не по одному, да, по 2 полотенца, коврик для ног, ну и здесь унитаз и душевая кабина. Душевая кабина без плесени, ну, как бы тут можно сантехнику было, конечно, получше помыть, но в принципе как бы плесени, какой-то грязи прям нет. Очень вкусно пахнет здесь в отеле, именно в нашем номере. Выключим свет. Здесь, как заходим, тоже сразу у нас мужик сидит комната. Заходишь, мужик сидит на кровати, не уходит никуда. Здесь, ну, мы, конечно, уже вещи тут свои покидали. Мы брали, я так понимаю, что это просто должны были быть 2 кровати. Видите, они их соединили, вот. Так как я заказывала, чтобы была 1 кровать в номере. Вот даже написано Artifes, видите, на подголовнике. Здесь лампочка отвалилась, кстати. Оп, главное, чтобы не на голову. Но она работает. И это здорово. Дальше здесь идет шкаф. Да, свою кофту повесила. Подушка. Сейф. Тапочки. Здесь есть Wi-Fi. Нам уже дали пароль от Wi-Fi. Телевизор, правда, не понимаю, мы его еще не включали, не пробовали, почему он под рамкой, ну, не знаю, может, такой дизайн просто. Мусорка. Нет, тут даже 2 мусорки, видите, мусорка. Маленький холодильник, и в холодильник нам поставили 2 бутылки 0,5 воды. И здесь 2 окна, давайте покажу вид на улицу. Вот если туда идти, вот по этой улице туда, вот там площадь Султан Ахмед. Здесь тоже окно и
такой столик. Очень вкусно пахнет, очень чисто. Шторы, кстати, чистые, потому что тоже слышала во многих отелях, шторы грязные. Вот, тут такая улица. Но так как мы будем в отеле находиться, по сути, только ночевать, то нам как бы важно было в этом отеле другое. А что другое, вы увидите завтра. Но скажу, что я выбирала отель, исходя из того, так как у нас включенные завтраки, чтобы кушать, да, завтракать не просто в какой-то как столовой, а с красивым видом. И здесь есть на 4-м этаже терраса. Завтраки на террасе. Завтра как раз посмотрим, как это выглядит. Поэтому этот выбор мой пал на этот отель благодаря террасе и что находится он близко к площади. Сейчас с Владом идем покушать. Какое-то, не знаю, найдем кафе, ресторан. В общем, что-то надо нам поужинать, потому что мы голодные. Погуляем, походим, посмотрим, что здесь есть еще рядом. Наверное, камеру брать не буду снимать. Вот просто хочется немножечко без съемок насладиться этой атмосферой. А завтра будем гулять здесь с утра до вечера, наверное. Очень большой план. Чего мы хотим посетить, я выстроила у себя в списочке, в заметочках. Так что будет очень насыщенные эти последующие 2 дня. Я бы даже сказала 2,5. Оставляйте свои комментарии, были ли вы когда-нибудь в Стамбуле, нравится вам этот город. Если не были, хотели бы вы сюда приехать. Стамбул была моя мечта. Моя, говорю, потому что Влад поехал со мной просто, чтобы мы смогли время вместе провести, да? Че ты со мной поехал? Ты хотела. Просто хотела исполнить мою мечту. А вообще Стамбул именно это была моя мечта. И я очень рада, что вот она уже осуществилась. Так что ставьте лайки, пишите свои комментарии. До новых встреч. Всем пока. Пока. Мы пошли кушать. Я уже голодная.